Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза, и сегодня у нас будет очередной ремастер, делаем обзор на Императрицу Драконов. Но прежде чем начать, по традиции, приглашаю вас всех в группу, заходите, полезной информации много, группа называется вот так, название вы видите, ссылку можно найти внизу в комментарии, либо же в описании группы можно все это найти и успешно перейти. Полезной информации очень много, есть разные разделы, можно пообщаться с игроками, можно почитать мысли опытного игрока-антигуманиста, и также есть кузница героев, где каждый герой расписан, все кузницы сегодня доделал, всех расписал, всех по фракциям распределил, очень удобно посмотреть, очень удобно здесь ориентироваться и передвигаться по этому разделу. Заходите, вход свободный, всех буду ждать. Итак, Императрица Драконов. Герой из особой фракции. И первое, что бросается в глаза, это шанс на удвоение снарядов. Снаряды у нее магические и очень, прям скажу вам так, очень много вот этих снарядов у нее получается сделать. Обязательно сбегаем в подземелье, посмотрим вообще, как она себя там ведет. И расскажу какими-то там комментариями, обязательно с вами поделюсь. Итак, здесь что у нас интересного тоже вот именно по прокачке. 2,5% к скорости снарядов она нам прибавит. Также 2,5% на получение опыта. То есть мы с вами быстрее будем поднимать уровни. Меньше нам понадобится вот этих синих, зеленых, розовых шариков, подобранных на то, чтобы поднять уровень, взять следующий левел. И на 90 уровне все герои, которые разделяют фракцию, вот эту вот избранные, особенные, получают у нас плюс 1 магический снаряд. И на 120 уровне важное глобальное усиление, которое в перспективе будет очень хорошей инвестицией, это плюс 10% к бонусу монет. Ну, я думаю, что здесь комментарии излишни, то есть вы на 10% монет будете получать больше при каждом забеге, в котором вы можете получить монеты. Ну и, соответственно, в долгосрочной перспективе это поможет вам быстрее прокачать таланты, быстрее усилить свой аккаунт за счет прокачки талантов и так далее. Это будет особенно полезно глобальное усиление начинающим игрокам, но и тем, кто находится на средней там и стадии игры, ну или вообще у кого не прокачаны таланты до конца, им это, конечно же, тоже будет полезно. Поэтому прокачивать нужно этого героя обязательно. Ну и самое главное, конечно же, постараться его открыть. Очень редко выпадают события на то, чтобы открыть Императрицу Драконов. И вот помню, был случай, когда стоял выбор между тем, что открыть Императрицу Драконов или же Мудреца Свитков. Мудрец Свитков достаточно часто выпадает, особенно в событии Шахта, а вот Императрица Драконов на моей памяти выпадала всего лишь один раз. И вот если у вас есть выбор в том, что вообще вот вы, допустим, не знаете, вот у вас перед вами стоит выбор, а вы не знаете, что выбрать, также можете заходить к нам в группу, которую я вам сейчас ранее показывал. Можете написать в чат, можете даже мне в личку написать, я вам подскажу обязательно, так что не стесняйтесь, заходите, всех будем ждать. Мое мнение вообще таково, немножко вот такое ответвление от темы. Героев нужно брать не по тому принципу, кто вот вам больше симпатичен, больше нравится и так далее. А брать нужно тех, если предстоит выбор, опять же, подчеркиваю, кого сложнее достать. Так вот, Императрицу Драконов достать очень сложно, из-за того, что она у нас находится вот в этой вот особенной фракции. Что у нас по скиллам? 15% шанс на создание новых снарядов при попадании раз. И на втором скилле у нас при каждой третьей атаке снаряды поджигают врагов на 3 секунды, нанося 100% урона от основного оружия в секунду. То есть у нас фигурирует горение, то есть мы статус-эффектом пользуемся, соответственно урон мы повышаем. Но опять же,
Давайте рассматривать императрицу драконов в плане вообще вот использования, где можно ей играть. Ну, первое, что приходит в голову, это, естественно, событие гильдии. Она неплохо справляется с этой задачей, но понятное дело, что большинство героев в этом режиме будут выдавать примерно одинаковые результаты. Да, это действительно так. Но к этому моменту еще нужно прийти, потому что на начальных этапах, если у вас нет кролика, нет оракула, изобретателя и так далее, других сильных героев, но вдруг вот так вот сложились звезды и у вас вдруг появилась императрица, то она для вас будет неплохим вариантом. Далее. Можно также, как бы глупо и странно это не звучало, также можно пробовать проходить башню драконов. Да, у нее нет никакого ни отхила, у нее нет каких-то определенных способностей, которые можно выбрать в кузнице, то есть нету ни лево, ни право, ничего, ни эволюции у нее, просто вот этого всего нет. Но тем не менее, лично мое вот такое ощущение, что в башне драконов она себя показала неплохо. Еще раз подчеркну, у нее нет отхила. Мы знаем с вами героев, которые в 1000 раз будут лучше чувствовать себя комфортнее в этом режиме. То есть это астральный маг, это вождь, естественно, это оборотень, это страж щита, это даже в какой-то степени граф со своим отхилом. И вот императрица драконов из вот всех остальных, кто, скажем так, не подходит для этого режима, она как будто бы вот лучше чувствует себя вот именно там. Да, ее там быстро, ну скажем так, быстро ее там убирают мобы, но тем не менее какое-то время она способна там простоять. Вот такое мое наблюдение. Понятное дело, что обычные сложные главы вы пройдете без проблем, потому что у героя очень много снарядов, очень много вот этого рассеянного такого урона, разбросанного по карте. И, соответственно, она легко вот с толпами справляется за счет огромного количества снарядов. В кошмаре она будет играбельна только в тот момент, если у вас будет очень много урона. Тут без вариантов, герой без лагеря фракции, там даже этого мы с вами настроить не сможем, потому что особенные герои вот этой звездной фракции, они не подчиняются настройке лагеря фракции, его просто нет. Вот. В арене, в легкой, да, без проблем она ее пройдет за счет большого количества снарядов, то есть там урона будет более чем достаточно. Даже если у вас его нет, все равно у вас все получится, только пробуйте, прокачайте ее до ульты, и все будет у вас обязательно получаться. Подберите также правильно снаряжение. Снаряжение можно все посмотреть в группе, в которую вас приглашал ранее. Ссылка внизу, либо наверху, там ищите, кто, кому надо, тот найдет. В сложной арене, естественно, будет уже все под вопросом, но пробовать можно, если альтернативы нет. Если она, допустим, у вас самый сильный герой, то, естественно, пробуйте. Про битву с боссом я ничего не буду говорить, потому что там определенный рейтинг героев тоже есть, кем нужно проходить босса. Ну, можете попробовать, если нет альтернативы, опять же. Так, ну и что у нас здесь из грустного? А из грустного у нас здесь вот что. Кузница у нас закрыта. Надеюсь, что рано или поздно этот вопрос будет решен, что со временем кузница откроется, и вот герой как-то себя по-новому обязательно покажет. Ну и, собственно-то, и все. Что еще здесь можно добавить? На 140 уровне у нас 15% зарядка сокращается. Но, опять же, кому-то это актуально. Ну, большинству игроков со временем это будет уже не актуально, потому что перезарядка, она и так уже достигла всех определенных лимитов. Ну и давайте сбегаем с вами в подземелье. Так, посмотрим. Прошлый результат. Она у меня выдавала там порядка 15 биллионов, если не ошибаюсь. 15,8. Так, ну,
посмотрим, что у нас изменилось. Уровень растет. Потихоньку, потихоньку, но растет. Итак, обновляем. Добавим статус-эффекты. Всякие разные. Ну, естественно, в приоритет будем ставить основное оружие героя. Скорости тоже можно добавить. Очень, кстати, красивый герой достаточно. Все это выглядит насыщенно. Вот такой вот прям фейерверк, веер. И снаряды летят четко в цель. Несмотря даже на то, что все это рассеяно. Давайте перезарядку еще возьмем. Так, еще прибавим. Пусть тут все будет у нас побыстрее. Обновим. Добавим статус эффекта. Так. Обновим. Еще больше снарядов. Снарядов и урона много не бывает. Перезарядку берем. Урон добавляем. И все. И теперь сейчас будем уже основное собирать. Сейчас мы его с вами быстренько соберем. Вот у нас, видите, как перезарядка. Раз, уже пошла. И все. Карта чистится вообще без каких-либо проблем. То есть кажется прям как галлюцинации какие-то тут уже прям происходят. Такая прям достаточно ярко насыщенная картинка. Вот тут и синий, и красный, и все на свете. Все снаряды, все здесь выпадает. До 5 уровня мы уже с вами довели. И видим, как прекрасно справляется императрица с толпой. Ну, пока еще, конечно, толпы нет, но, по крайней мере, до нее никто не успевает дойти. Вот у нас запускается ульта. Это значит, что снарядов у нас сейчас будет еще больше. Вот такой вот фейерверк у нас тут идет. Ну, естественно, в таком режиме невозможно играть. Мы играем с доступной видимостью. Не знаю, зачем я здесь область, конечно, беру. Ну, пусть она будет. Вот. Ну и, собственно, что могу сказать. Герой хороший. Героя нужно открывать в любом случае. Нужно прокачивать, нужно забирать вот эти вот глобальные усиления, чтобы вам было комфортнее играть. Если... Ну, давайте даже не так. Когда будет возможность ее забрать, я буду надеяться на то, что вы ее заберете. Потому что герой полезный. 10% монет бонус звучит немного. Но это нужно. Это инвестиция, это вложение, то есть это облегчение и ускорение прокачки ваших талантов. Поэтому не пренебрегаем. Стараемся открыть. Да, по большому счету, нигде она нам толком-то и не нужна. Но, к сожалению, в этой игре большая часть героев подвержена именно такой участи. То есть у нас идет коллекционирование. Мы с вами просто открываем, просто прокачиваем и не трогаем. Есть герой, глобальное усиление с него забрали, и все. На этом все наши взаимоотношения, скажем так, закончены. Так, у нас было 15,8. Сейчас, 22,1. Ну вот, чуть-чуть поднялись. Значит, прокачка есть какая-то. И, возможно, уровень тоже здесь решает. Скорее всего, именно второй вариант. Ну вот как-то так. Вот такой вот обзорчик получился. Пробуйте, тестируйте. Я уверен, что многим из вас она понравится. И вы будете в каких-то режимах ее использовать. С вами был на связи Импреза. Обзоров по ремастерам осталось совсем чуть-чуть. Скоро обязательно все доделаю. Всем пока-пока. До новых встреч.